Привет, Cover Project. Меня зовут Рыкова Анастасия, я основатель бюро Special Style. Сегодня я хочу вам показать, рассказать, что у нас получилось сделать в небольших апартаментах площадью 64 метра. Все началось с того, что мы решили найти проект, в котором мы бы работали для себя и сделать этот проект инвестиционным. Поэтому мы вначале долго искали, какое бы помещение мы смогли бы выкупить, и мы нашли вот этот небольшой комплекс. Он нам показался интересным, привлекательным, тем, что редко встретишь, когда небольшая площадь, у него есть своя небольшая терраса, и это все в близости от Садового кольца. Особенность этих апартаментов, что они находятся в небольшом доме. Тут всего еще 24 таких же апартамента. У него отдельный вход с улицы. Это, можно сказать, таунхаус. Это была реконструкция небольшого отдельно стоящего здания. И получается, что это такой очень удобный формат. Он и не загородный, и не многоквартирный дом. И этот дом, конечно, выделяется среди остальных строений, потому что очень компактный, белый и с какими-то такими отсылками в сторону английской классики. Работая над этим проектом, мы хотели создать какое-то такое очень уютное, сдержанное и компактное пространство, но чтобы оно было достаточно для жизни одного-двух человек. Так как проект не создавался под кого-то лично, поэтому он создавался все-таки уравновешенным, без каких-то сильных высказываний в плане дизайна. Поэтому мы были привязаны к внешней стилистике, к фасаду, поэтому немного каких-то классических элементов в интерьере присутствует, но в целом он современный. То есть от классики тут остались там наличники и двери от застройщика. Наличие террасы вовсе не ограничивается одним сезоном, потому что здесь сделан навес, который с пульта может выдвигаться, и даже в дождь можно сидеть в палисаднике там, с телефоном, с чашкой чая и быть ближе к природе. В любое, кстати, время года вы можете выйти в палисадник, и тем самым, во-первых, у вас есть какая-то связь с природой и зеленью. Получается, что очень удачный симбиоз города и загородной жизни, хотя бы кусочка загородной жизни. Кухня и гостиная, они объединены. Нарочито не делалась кухня, допустим, с навесными шкафами, потому что не хотелось, чтобы кухня солировала. Все-таки мы говорим про городскую жизнь, и для людей, кто работает, и не подразумевается, что здесь будет вот прям готовка там, семейных обедов, завтраков. И поэтому мы спланировали кухню так, что системы хранения распределены внизу, в нижних базах. La Redoute – это современный бренд со 180-летней историей, который предлагает идеальное сочетание французского стиля, современных трендов, качественных экологичных материалов для счастливой домашней жизни. Уникальный ассортимент, доступные цены, доставка по России и возврат товара в течение 90 дней. Воспользуйтесь промокодом 6572, который дарит зрителям Cover Project уникальную скидку. Переходите по QR-коду или ссылкам в описании.
Есть вторая комната, и так как апартаменты делались как инвестиционный проект, мы сильно не стали решать, это будет у кого-то детская или кабинет, поэтому они сделаны, там есть шкаф, есть стол, сейчас стоит комод, ну если это вдруг у кого-то будет детская, то вместо комода можно поставить будет кроватку. А сейчас это можно использовать либо как кабинет, либо если не хватает мест для одежды, то там есть шкафы, в них можно и одежду хранить. Ну, у этих апартаментов есть еще и кладовка внизу, как бы она там небольшая, но 3 метра, поэтому какие-то крупногабаритные вещи, в принципе, даже не предполагается, что они будут храниться здесь. Вот вход в наши апартаменты. Первое, разумеется, прихожая. Один шкаф слева, другой шкаф справа. Вот справа тот шкаф, который оторван от пола для того, чтобы не бросать вот здесь вот на ходу обувь. Далее мы попадаем в пространство кухни и гостиной, которое не отделено никакими перегородками. Вот остров, в котором есть холодильник, морозильник. Вот здесь вот кухня, в которой там полный набор техники, еще один холодильник, так как он невысокий, решили, чтобы точно хватило. Мойка, посудомойка, варочная панель с встроенным вытяжкой. Здесь у нас бытовая комната, она же постирочная, в ней стиральная и сушильная машина, и здесь небольшой там шкаф для всяких бытовых вещей. При спальне есть небольшая гардеробная, тут большая кровать двухспальная, в ней тоже подъемный бокс, чтобы можно было что-то сложить, если вдруг понадобится. В санузле у нас есть и ванна, и душ, и раковина, унитаз с гигиеническим душем. Еще одна комната, которая тоже устроена с системами хранения, и здесь есть стол. Подробнее планировку вы можете посмотреть в телеграм-канале Cover Project. Световые решения в этой комнате – это отдельные декоративные светильники над островом и замечательный встроенный свет. Это совсем очень тонкие светильники, которые вообще без рамки, но с очень хорошей освещенностью. И он димируем, поэтому можно чуть прибавить, можно чуть убавить. Вот. И, конечно, есть нижний свет, вот там торшер, также у кухни там есть бра, поэтому получается, что здесь могут быть разные сценарии. Просто вариативность освещения всегда плюс, потому что, ну, во-первых, мы все в разном настроении, и, допустим, там с утра мы хотим яркий свет, для того, он нам помогает проснуться, а вечером, допустим, мы, может быть, хотим наоборот, свет более камерный и такой вот атмосферный. Может быть, мы там хотим смотреть кино при тусклом свете, поэтому димируемость – это тоже плюс. Вот, собственно говоря, единственное, что мы не хотели делать засветку в помещении. То есть, если человек здесь будет читать, и ему нужна будет хорошая освещенность, то просто диммером можно прибавить освещение. Потому что я действительно считаю, что освещение важно, что вот пересвет для меня хуже даже, чем недостаток света. Наверное, там лет 15 назад было стремление, чтобы у вас светом был освещен каждый проход. В принципе, на мой взгляд, неверно. То есть последние тренды, там, 3, 4, там, 5 лет, они говорят о том, что свет должен быть локальным, и он должен работать именно на зону. То есть если вот у вас остров, ну вот как здесь у нас, то подсвечивается он, что высвечивать там проход от одной комнаты до другой вовсе нет необходимости. Эти апартаменты сдавались застройщикам с их отделкой. И наше мнение, что это бесполезная трата времени и сил, потому что отделка была сделана, к сожалению, не очень хорошего качества, и все, что мы смогли оставить, это двери, окна, ванную комнату. Полы скрипели, стены недостаточно хорошо были покрашены, потолки тоже оставляли желать лучшего, поэтому
Мы просто потратили время на демонтаж и переремонт. Поэтому получилось, что здесь делалась двойная работа. Вначале ремонт здесь делал застройщик, потом пришлось его переделывать. Если вы хотите интерьер все-таки под себя, наверное, брать тогда уже лучше метры и работать над неотделанными помещениями. Перед тем, как купить пространство, нужно взять консультацию и показать план специалисту. Потому что бывают пространства, даже небольшие, но в них можно, допустим, там, сделать отдельную спальню. А бывают, может быть, на 8 метров больше, но нет. И здесь важны просто не какие-то абстрактные рассуждения, а нужно просто четко посмотреть план, посмотреть окна, посмотреть, где стояки и что можно с этим сделать. На самом деле, вот здесь, прям прожив опыт вот с этими апартаментами, я могу сказать, что 60 метров – это замечательное пространство, оно достаточно, и для человека городского, кто в городе живет, работает и в таком большом ритме, наверное, больше и не надо, потому что если мы еще подумаем о том, и эксплуатационных расходах, и как за всем за этим следить, а если мы еще и вспомним про разумное потребление, то, в общем, 60 метров оказался прямо вот для нас таким вот замечательным пространством. Ну вот больше ничего не надо.